Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я предлагаю вам связать топ настоящее воплощение летнего настроения. Он словно сошедший с полотен импрессионистов, пленяет взор своим ярким жизнерадостным оттенком лайма, который идеально передает свежесть и легкость летнего сезона. Ажурный узор в виде вертикальных полосок создает изящную игру фактуры и визуально стройнит силуэт. V-образный вырез придает образу элегантность и утонченность, а отделка бахромой по горловине становится той самой изюминкой, которая делает модель трендовой и неповторимой. Связанный из нежного стопроцентного хлопка, топ становится настоящим спасением в жаркие дни. Воздушное вязаное полотно великолепно пропускает воздух, даря ощущение прохлады и комфорта даже в самый зной. При этом модель идеально садится по фигуре, подчеркивая ее достоинство и создавая женственный силуэт. Компактный крой с оптимально подобранной длиной делает тот универсальным выбором для создания разнообразных летних образов. Думаю, этот аксессуар станет истинным украшением гардероба, даря не только эстетическое наслаждение, но и физический комфорт в жаркие дни. Я составила описание для вязания этой модели для размеров, начиная от 44-го российского до 50-го подходит. Длина изделия 54 сантиметра, ширина 52 сантиметра. Если вам интересно, как я его вязала, смотрите видео дальше. Сейчас буду подробно рассказывать про процесс создания этой модели. Схема узора выглядит следующим образом. Значит, у нас тут две схемы. Первая схема, та, что справа, вот эта схема, это схема основного узора. Вот эта схема слева – это схема боковых полосок, которые будут вам объяснены чуть позже. Итак, основную схему рассматриваем, говорю про условные обозначения. Значит, ширина раппорта 7 петель, высота раппорта 6 рядов. Условные обозначения. Горизонтальная черта – изнаночная петля, вертикальная черта – лицевые петли. Вот этот круг – это накид, равнобедренный треугольник – это 3 вместе, одной лицевой с выделением центральной петли. Вот таким образом вяжется этот узор. Для схемы номер 2 слева условные обозначения те же. Вот этот знак обозначает перекрещивание 4 петель налево. То есть это просто жгут, обычный жгут. Так, теперь про описательную часть. Вот такой текст будет опубликован у меня для вязания этой модели. Это инструкция по вязанию. И чуть позже, сейчас в видео, я вам расскажу, как это все я вязала. Расскажу про плотность вязания, какую пряжу мы выбирали и так далее. То есть вот это все описание бесплатно абсолютно и в открытом доступе. Девочки, начну я с пряжи. Это стопроцентный хлопок турецкой фирмы Yarn Art. Название пряжи «Идеал». В 50 грамм 170 метров. И общий у меня расход получился 3 моточка, вернее 138 грамм. Вот все, что осталось от третьего моточка. И цвет, кому интересен, 226. Вот такой ярко-зеленый цвет. Я его назвала зеленый лайм. Вот, он очень модный, популярный. На лето самый прям такой красивый цвет, я считаю. Мне он очень нравится. Теперь давайте обратимся к самому топу.
как я его вязала. Вот у меня схематичное изображение, значит, нашей выкройки. Здесь все пояснения, в принципе, даны. Сколько сантиметров в ширину, в длину. И давайте начнем по порядочку. Значит, этот топ подходит для разных размеров. Начиная от 44 и можно даже до 50. То есть до объема груди 102 сантиметра. У меня 102 сантиметра, и вы видели, как на мне сидит это изделие. Я его вязала, в принципе, для себя. Я не люблю очень свободные модели. Вот, и мне нравится посадка по фигуре. Поэтому вот такая, в принципе, большая разница от 44 до 50 получается размером. И все. Я считаю, что те, кто любит свободный крой, то вот вам 44 подходит. Ширина изделия получается у нас 52 сантиметра, а длина 54 сантиметра. Имейте в виду, что длина будет увеличиваться. Чем меньше размер, тем длиннее будет это изделие по фигуре сидеть. Помимо очень яркого зеленого цвета, такого модного и очень-очень летнего, я использовала еще одну фишку. Тренд этого сезона – это использование вот этих всяких всевозможных бахрома, какой-то такой, знаете, в отделке. Вот у меня такая получилась бахрома. Не знаю, как это назвать. Вытянутые петли, обвязка крючком. Называйте как хотите. Можно бахромой назвать, можно вытянутым петельками. Короче, я отделала только вырез горловины крючком. Ну, давайте по порядку. Для того, чтобы связать это изделие, я набирала на спице номер 3 160 петель на круговые спицы номер 3. Вяжется изделие снизу вверх, и на круговых спицах мы начинаем, и затем в области проймы вяжем отдельно, уже довязываем спинку и довязываем перед. Спинка перед вяжется одинаково, у нас различия в вырезе горловины. Значит, провязав планку нижнюю на высоту 12 рядов, резиночка у меня шла 1 на 1. Вот так выглядит это визуально. У меня есть переходный ряд, об этом я буду писать. И затем мы переходим к самому узору. В этом вспомогательном промежуточном ряду надо равномерно прибавить 20 петель, чтобы у нас получилось 180 петель. И сейчас про узор. Когда у нас с вами на спицах будет 180 петель, спицы меняем на номер 4 и приступаем к вязанию узору. Петли распределяем следующим образом. Обратите внимание, здесь схематично я ставлю крест, это начало нашего вязания. Вяжем с вами вот по этой схеме, девочки. Схема, вот эта схема на 7 петлях, ширина, высоту 6 рядов. Мы с вами вяжем целых 12 раппортов подряд, вот подряд по этой схеме. Затем у нас с вами вяжется схема номер 2 на 6 петлях. Затем снова по кругу вяжется 12 раппортов по 7 петель, и замыкаем мы круг вот этими 6 петлями снова. В итоге по бокам у нас получается вот такая идет, вот такой жгут идет на 4 петлях, и получается ажурная вязка перед спинкой. Смотрите, как это выглядит в изделии. Если схематично, то вот так по кругу, да, бока у нас по 6 петель получается, и ажурная часть спинка перед, они одинаковые.
То есть 12 умножить на 7 петель, это ширина раппорта, будет у нас 84 петли задействована, спинка перед, и боковушки по 6 петель. Объясняю, что такое 6 петель. 6 петель, девочки, это наш жгут. Жгут, который с двух сторон окружен по 2 изнаночных. Используется в узоре. Видите, да? Для чего я это сделала? Ну, во-первых, чтобы красиво это смотрелось с бока. Мне хотелось выделить их как-то. И потом я не планировала никакой обвязки дополнительной линии пройм. И вот таким образом, вы видите, у меня пересечение идет, и петельки расходятся направо-налево после пересечения. И здесь нет вот такой вот некрасивой, как часто бывает, когда полотно разъединяется, да, такая вот некрасивая дырка, я даже не знаю, как это сформулировать. Здесь все очень получается аккуратненько смотрится. Вот ради этого я, девочки, воспользовалась вот этой, ну не только ради этого, мне вообще хотелось, чтобы вот такой был переход между спинкой и передом. Красивый рельефный переход. Можно же сказать, что это моя фишечка придуманная. Так, это понятно, да? Вот таким образом мы с вами распределяем петельки. Дальше идем. Дальше мы вяжем с вами вот таким образом наше полотно. Вяжем узор по схемам, предложенным, показанным сейчас мной, на высоту 60 рядов. 60 рядов – это значит 10 раппортов. Высота раппорта у нас 6 рядов, поэтому очень легко считать мне было 60 рядов. И это 25 сантиметров, если переводить в сантиметры. Поэтому сейчас давайте сразу же по теме про плотность. В 1 сантиметре у меня 1,75 петель, и по рядам в 1 сантиметре 2,4 ряда. Это вертикальная плотность. Вот. И, значит, после того, как дошли до этой планки 60 рядов, провязали, начинаем вязать отдельно спинку и перед. Я вязала спинку. Значит, здесь у нас по спинке будет формироваться скос плеча и вырез горловины. Скос плеча начинаем формировать через 48 рядов. То есть еще 48 рядов, это будет 20 сантиметров равно. Мы вяжем с вами узором и приступаем к формированию плеча. На плечи у меня по 25 петель я выделила, и на вырез горловины 40 петель. Вот. Значит, высота плеча будет у нас 10 рядов. И, в общем-то, смотрите, как мы будем делать убавки. То есть, ну, этот скос формировать. Это 5 раз в каждом втором ряду мы закрываем по 5 петель. Вот таким образом ступенчато получается. 5 раз по 5 петель. Всего высота, еще раз повторю, 10 рядов. Для формирования выреза по спинке формируем на высоте также 45. Так, в общем, на той же самой высоте, вот здесь схематично я неправильно сделала, у меня довольно глубокий, девочки, на самом деле вырез по спинке. Он у меня такой же, на такой же высоте начинается. Вношу корректировку. Это вот можно, конечно, и такое сделать обычный, но у меня глубина выреза 10 рядов также. То есть я на одной высоте, что плечо формировала, что по вырез по спинке. Считаю, что чем больше открытых в топе элементов, тем будет он на лето более комфортный. Итак, то есть закрытие петель спинки по вырезу горловины выглядит следующим образом. Средние 20 петель закрываем. И далее закрываем последовательно 4 петли. Затем то есть в каждом втором ряду последовательно 4, 3.
и еще 3 раза по одной петле. То есть всего у нас будет 5 закрытий в каждом втором ряду. Понятно, да? Это для формирования вот этого красивого закругления по вырезу спинки. С этим мы тоже разобрались. Теперь давайте про переднюю часть, про перед. Так же, как и по спинке, у нас на спицах 90 петель по переду. Формировать мы начинаем с кос плеча на той же самой высоте, что и по спинке, а вот вырез V-образный начинаем формировать с вами на высоте 29 сантиметров от нижней планки. Да, здесь, кстати, тоже от нижней планки. И это получается 70 рядов. 70 рядов. Отсюда у нас, значит, тоже формируется скос по вырезу горловины. И закрытие петель, убавки будут у нас в каждом втором ряду по одной петле. Всего будет 20 убавок. Вот. И на высоту это растянется ровно 48 рядов. То есть высота выреза 20 сантиметров, и это 48 рядов по нашей вертикальной плотности. Вот. И, в общем, вот такой получается вырез. Затем идет сборка. Мы 2 шва всего делаем. Это сшиваем плечи любым способом, который вам удобен, к которому вы привыкли. Вот. И приступаем к оформлению выреза горловины. Вырез горловины я обвязала одним рядом крючком номер 3. Столбики без накида у меня шли. То есть это, так скажем, стабилизация была полотна, ну, по вырезу горловины. То есть я придала ту самую форму, чтобы там все не разъезжалось. И затем приступила к вытягиванию петель. То есть второй ряд у меня тоже столбики без накидов, но при этом я вытягивала петли. Те же самые, тот же второй ряд столбиков без накидов, но петлю вытягиваешь длинную, да, вот так ее закрепляешь, и следующую петлю также вводишь крючок, опять вытягиваешь, на какую вы хотите, кстати, длину можно вытягивать, вот, и также вот ее фиксируешь, никуда она уже не денется. И вот таким образом вот такая вот шла обвязка. Это все на любителя, девочки, это все... Как бы вы можете свою какую-то обвязку придумать, свой декор. Ниточка очень нежная, шелковистая, приятная. Топ абсолютно не содержит ни грамма химических волокон, полностью натуральный, удобный на жаркое лето топ, на жаркую погоду будет продуваться, и цвет у него такой прям приятный. В общем, вот таким образом у меня связался этот топ. Я считаю, что очень легко его откорректировать по своим меркам и длину увеличить, да. То есть вот этот вариант до проймы не сделать, допустим, не 60 рядов, если вы хотите длиннее. Вот. Короче-то, наверное, уже и не стоит, совсем-то короткий. А вот если вы хотите рядков 10 прибавить, пожалуйста, сделайте 70 рядов. Вверх можно оставить без изменений. Вот. Если вы хотите ширину, то есть если 52 сантиметра ширина для вас маловато, вам нужен побольше размерчик, сделайте 54 сантиметра, сделайте 56 сантиметров. Расчеты немножечко скорректируйте. Вот в этих самых моментах, где у меня идет вот эти 6 петель, да, где у меня идет вот этот знак перекрещивания, то есть где идет жгут, увеличьте количество изнаночных петель. То есть за счет вот этих боковушек можно этот топ сделать более широким, за счет увеличения изнаночных петель справа и слева от жгута. То есть очень легко этот топ можно адаптировать под любой нужный вам размер. Топ легкий, нежный, узор вы видели абсолютно простой. Быстро связался, скажу вам честно, он у меня связался вообще за 4 дня, этот топ.
И я его не так, что прям целый день вязала, да, а вот вечерами, когда кино идет, я вечерами его и вязала. И очень быстро он связался. Нежный, хороший, приятный к телу, натуральный топ. Желаю вам, девочки, удачи и до новых встреч!